Сегодня я решил поставить себе цель, которую никто еще никогда не выполнял. Возможно ли пройти Super Mario 64 под влиянием деменции? Это очень сложное условие, и я прекрасно понимаю, почему это так сложно. А также прекрасно понимаю, почему это так сложно. Но я очень хорошо знаком с этой игрой, как-никак впервые играть в нее я начал еще лет так 7 назад. И я думаю, что я очень хорошо знаком с этой игрой. Думаю, что мои 6 лет этого опыта помогут мне достичь этой цели. Ведь у меня целых 8 лет опыта как-никак. И поэтому я себе решил поставить себе такую сложную цель. А именно, возможно ли пройти Super Mario 4 под влиянием деменции? Да-да, не удивляйтесь. Давайте же мы приступим. Как-никак у меня целых много лет опыта с данной игрой, и я уверен в своих многолетних навыках. Зайдя в игру, я сначала не понял, как пройти через экран с горловой Марио. Мне тут что-то на английском писало, но я забыл английский и не смог прочитать данное изложение. Немного позже я догадался, что от меня требовалось нажать на кнопку старт, и я смог преодолеть первое препятствие. Ну а теперь новое препятствие. Все сохранения уже заняты. Но чтобы мне начать новую игру, мне нужно новое сохранение. Но все сохранения уже заняты, нужно как-то избавиться от них. Слушайте, я не знаю, может быть я что-то забываю, но мне кажется, ли тут нельзя удалить сохранение. Я попытался зайти в файлы эмулятора, пошел попробовать там удалить сохранение игры, но я забыл, как заходить в файлы эмулятора. Поэтому я решил заново скачать эмулятор, и там уже не будет моих сохранений. Но вот новое препятствие, мне же нужно этот эмулятор где-то хранить, и для этого есть папки. Но я забыл, как создать папку. Решением этому будет, я просто распакую новый эмулятор на рабочем столе, это тоже работает. Я зашел в игру и создал новое сохранение. В этот момент я начал задумываться, возможно ли пройти Super Mario 4 под влиянием деменции. Поэтому я прошел в замок. Потом я вернулся на улицу, потому что я кое-что вспомнил и начал это искать. Что я вспомнил? Я забыл. Что-то во время игры я вспомнил, а во время этой озвучки уже забыл. В итоге я подумал, а возможно ли пройти Super Mario 4 с деменцией? Поэтому я решил пернуться в замок и пошел на первый уровень. После брождения по первому уровню я смог забраться на холм, чтобы сразиться с большой бомбой. Но я забыл, как с ней сражаться, и меня выкинуло. Но пока я продолжал ходить по уровню, то меня случайно вот эта бомба затолкнула за вот эту клетку. И я смог получить звезду за вот этой клеткой. После этого я увидел, что уже время не детское, и я пошел спать. Когда проснулся, то у меня возник вопрос, а возможно ли пройти Super Mario 64 под влиянием деменции? Поэтому я взялся за работу и начал новое сохранение. Пройдя на первый уровень, я попытался вспомнить, как тут получить звезды. Пока я экспериментировал, то случайно обнаружил, что можно вот так плюхаться вниз, прыгнув вверх и нажав на Z. Тем самым я раздавил этот столб, вот это большое яичко сломало клетку, и я получил звезду. Потом мне дали пиздюхов за то, что я прогуливаю уроки и не делаю домашние задания, а также отобрали у меня компьютер. Но я хитрее, у меня есть Nintendo DSi, на которой я могу продолжить играть и отвечу на вопрос, который у меня как раз возник в тот самый момент. А возможно ли пройти Super Mario 64 под влиянием деменции? Я начал новое сохранение. И на первом уровне получил звезду за вот этой клеткой. Я решил пойти на следующий уровень. Я начал идти по дороге, но оно подо мной исчезало и выталкивало меня, что очень неуважительно, и я решил пойти на другой уровень. Здесь я пытался прокатиться по горке, но я забыл, как рулить, и после 2 попыток мне это надоело, и я вернулся к невежливому уровню. Но из-за невежливости этого уровня я просрал тут все жизни. А я, кстати... Ну а на этом все. Ставьте подписки, лайкайтесь на канал, ставьте друзей и делитесь этим колокольчиком с роликами. Также, чтобы вас заинтриговать, в следующем видео я сделаю кое-что очень крутое. Я наконец-таки отвечу на вопрос, а возможно ли пройти Super Mario 64 с деменцией? Поэтому ждите и всем пока!